Bonjour. Aujourd'hui, je ne parlerai ni d'un char, ni d'un personnage historique. Aujourd'hui, je parlerai à un tankiste russe ayant participé à l'invasion de l'Ukraine du 24 février à quelques mois plus tard. Je le nommerai S et pour son âge, sachez qu'il est plus jeune que moi. S était tireur sur T-72B durant son service en Ukraine et participa, entre autres, à l'assaut initial sur Kiev, avant d'être dérouté et envoyé dans le Donbass. Son char y heurtera plusieurs mines, le blessant lui et son équipage. Il sera renvoyé au pays. Меня зовут мне год. Я с Урала, Россия. В армию я пошел по собственному желанию еще за примерно полгода до начала событий на Украине. Dans quelle unité? Одна из танковых частей Центрального военного округа. J'avoue ne connaître que la 90e division blindée de la garde du TVO. Она самая. Et du coup, pourquoi les forces blindées? Личное желание. К тому же отец служил еще срочку в Афгане механом на ПМП-2. Э, Мне хотелось что-то похожее. De ce que j'ai compris, tu étais pilote sur T-72B? Нет, я был наводчиком-оператором. Tout d'abord, j'ai une question plutôt personnelle. Quand avez-vous su que ce n'était pas un exercice? Непосредственно о начале конфликта нам сказали буквально за пару часов до начала марша. А личные догадки появились где-то за месяц до начала. Je me souviens avoir lu le récit d'un soldat qui racontait que la nuit précédente, on leur avait demandé de tracer une ligne entre deux lignes blanches pour former la lettre Z. Est-ce que c'était similaire? Нет, опознавательные знаки, белый круг в нашем случае изначально, позже уже и Z, и V мы начали наносить. Ну вот, опознавательные знаки мы рисовали уже на территории Украины. Et en ce qui concerne les marquages tactiques, y avait-il des règles, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Тактическая маркировка. Извините, я не уверен, что до конца понял ваш вопрос. Но если вы все еще об опознавательных знаках, то изначально мы раскрашивали бортовые номера машин, а уже на территории Украины наносили белый круг с черным центром сверху на башне, а также по бортам, ну и так далее, чтобы было лучше заметно с воздуха и с боков. Круг обозначал ЦВО, но позже все перемешалось. Сейчас, как вы могли заметить, можно увидеть технику сразу с тремя опознавательными знаками. Это Z, O и V, и их различные комбинации. Также на руки, ноги делали красные повязки, что тоже являлось отличительным признаком солдат армии РФ. Vous êtes-vous entraîné contre des chars occidentaux ou soviétiques? Интенсивной подготовки не было. Были стрельбы, основы ведения боя в общих чертах. Со временем подготовки стали относиться значительнее. Мобилизованных и добровольцев перед отправкой хоть чему-то стали учить. Но это скорее зависит от части, которой они были приписаны, и командиров. Армия у нас большая, и за всем не уследишь. Quelle est la durée moyenne de formation d'un membre d'équipage? Сложно сказать конкретное время. Во многом это зависит от самих обучающихся. Чтобы научить наводчика стрелять, а механика ездить, не нужно много времени. Хватит, и пары часов на полигоне. А вот именно обучить грамотно пользоваться вооружением и так далее, обучить членов экипажа всем обязанностям, а это обслуживание, ремонт, калибровка, вот это уже требует большего времени. К примеру, срочная служба в танковой учебке занимает полгода, а остальные полгода солдат дослуживают уже в боевой части. Je reviens rapidement sur fin février. Est-ce que vous avez reçu des plans, des ordres? Ну, вдаваться в подробности поставленных задач я не буду, но скажу одно. На то время были конкретные задачи для подразделения, которые мы выполнили. Не было конкретных целей уничтожить какой-то населенный пункт и так далее. Мы не обстреливали деревню. У нас была несколько другая задача. К тому же многие населенные пункты, которые мы проезжали, были уже эвакуированы. Да, ну, я надеюсь, я вас правильно понял. Finalement, est-ce que les entraînements correspondaient à la vraie guerre? Нет, мы не знали, что у Украины в таком большом количестве будут противотанковые средства. В первые месяцы много нашей техники пострадало. От противотанковых ручных комплексов и тому подобного.
Quelles sont les émotions, les sentiments et les sensations éprouvées par l'équipage? La peur, le stress, l'anxiété, l'insatisfaction? Ou à l'inverse, l'excitation, l'intensité, l'action, le plaisir? Si tu éprouves du plaisir, à quoi est-ce que c'est associé? Не думаю, что кто-то вообще испытывал удовольствие от происходящего. У экипажа изначально были смешанные чувства. Непонимание, волнение, ну и, очевидно, страх. Не боятся, в конце концов, только дураки, да? Но, думаю, у каждого было чувство, что обязательно нужно со всем справиться. Взять себя в руки, выполнить поставленную задачу и вернуться домой. Comment vous communiquez à l'intérieur du char? Je veux dire par là un langage comme Выстрел, Огонь, Азез, Заезжай, très scolaire. Ну, естественно, предупреждают перед выстрелом, оповещают об увиденной цели и так далее. Тут уже зависит от экипажа. Не все же по уставу, вплоть до общения делается. Обычная речь, не исключены маты. Если нужно зарядить, так и говорят «заряжай». Но обычно наводчики сами это делают, без команд. Если нужна быстрая остановка для выстрела, командир просто говорит «короткая». А если надо подать газу, то обороты. Если надо повернуть влево-вправо, ну, очевидно, левый или правый рычаг. Vous parlez de vous arrêter rapidement pour tirer. Est-ce que tu as tiré en mouvement? La stabilisation est plutôt bonne sur ce char. Эм, ну да, стрельба в движении возможна даже на стареньком Т-72Б. Стабилизация, конечно, не столь хороша, но вполне возможно вести прицельный огонь. Est-ce que la conduite de tir est suffisamment efficace pour atteindre la cible si votre char, par exemple, se déplace à 40 km/h, à disons 1 km? Это уже может вызвать некоторые трудности. Но если пушка с прицелом сведены довольно точно, а наводчик понимает баллистику снарядов, то вполне себе реализуемо. Хотя и не так просто. Lorsque vous utilisez le 1 à 40 sur le T-72B, est-ce qu'il y a une sorte de système d'anticipation entre guillemets de la cible? В прицеле есть устройство для расчета бокового упреждения, но я ей лично не пользовался. Не было случая. Но поправки вносить вручную можно, автоматически же упреждение на движущуюся цель не предусматривается. Vous ne craignez pas que le char explose si un obus ou un ATGM détruit un râtelier à mission? Dans ce cas, le carrousel. Ну, это ожидаемо в связи с конструкцией наших танков. Естественно, от осознания этого есть неприятное ощущение. Однако я считаю, что в таком случае лучше умереть быстро, без мучений, чем, ну, допустим, гореть в танке заживо какое-то время, или медленно умирать от потери крови. Да, да, из-за поражения осколками. Чисто логически во время боя не должно быть навесных снарядов в танке. Там в баке стеллаже, допустим, или в других креплениях, только в самом конвейере. Но это тоже не всегда соблюдается. Une dernière question sur la formation. Cette fois, c'est de savoir si les doctrines d'utilisation des chars, donc qu'ils soient russes ou occidentaux, correspondent à l'époque. Progrès technique, technologique et aux différents types de conflits. Лично мое мнение такое. Сейчас уже не то время, чтобы танки против танков воевали. Они скорее нужны для уничтожения живой силы, укрепления противника и легкой бронетехники. Даже те, даже те же старые Т-72АБ можно использовать как артиллерийский расчет при использовании бокового уровня, устанавливаемого на казенник. Это более рационально, чем сталкивать танки лоб в лоб. Современные танки довольно дорогие в производстве, а их экипажи нуждаются в специальном обучении, а это отнимает время и средства. Да и к тому же лобовые танковые атаки довольно быстро все это дело разрушают. Техника горит, квалифицированные танкисты погибают, а за ними и их драгоценный опыт уходит в небытие. В конце концов, мертвый человек, к сожалению, ну, свой опыт другим передать не в силах. Lorsque les chars étaient en mouvement, la défense antiaérienne a-t-elle soutenu en cas de besoin, comme avec des Pantsir et des Tunguska par exemple? Ну, на определенных участках фронта в какое-то время не было должной поддержки в виде средств ПВО. Однако я видел, как вблизи нашей колонны был сбит вертолет при помощи БТРа. Это было самое начало. Мы тогда выживали как могли. Au combat, vous préfériez les écoutilles fermées ou plutôt ouvertes? Ну, пока были опущены вниз,
Э, люки. Люки были опущены вниз. Но мы их не закрывали на замок, если там можно так назвать. Механик тоже не закрывал люк полностью. Он оставлял небольшую щель. Это в случае чего позволяло быстро покинуть машину. Но осколок мог влететь в открытый люк. И у нас, кстати, был такой случай. К слову, на люке механика еще нужно заблокировать специальный датчик, иначе средство управления огнем попросту не включится, если люк механика не закрыт полностью. Que penses-tu du T90 et du BMPT? Ну, 90-х хороший танк. На нем я сам не служил. В будущем надеюсь, что доведется все-таки. Но я верю своим товарищам, которые уже получили их, и весьма положительно отзываются о нем. Про Терминатора ничего не могу сказать, к сожалению. Я видел его с расстояния, видел, как он поливает огнем опорник в лесу. Должен сказать, это весьма впечатляет. Думаю, это полезная и более чем хорошая машина. Главное, чтобы качество сборки и оборудование было на должном уровне. А так, в целом, ну, задумка интересная. На войне все полезно, что способно уничтожать противника. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais que pensez-vous des blindages improvisés, comme les Cop Cage? А, Ну, мы тоже приваривали изначально козырьки от кумулятивных снарядов. Но, однако они, быстро пришли в негодность. Их срывало деревьями, когда ехали через лес, или другие препятствия. Вешали траки от гусениц на ВЛД, на борта, башню. Не уверен, что они дают преимущество, но это скорее для морального успокоения экипажа. Однако не исключено, что такие конструкции могут спасти жизнь. На войне всякое бывает. Avez-vous déjà utilisé des caméras thermiques russes? Enfin, К сожалению, нет. Пока нет. une question pour le tireur. Quelle est la portée moyenne des cibles molles, donc l'infanterie, et dures, les BMP, les chars? Про пехоту сложно сказать. Там ведь главное попасть и чтоб снаряд сдетонировал, если повезет, да? Осколками поражает тогда неплохо. БМП и танки на расстоянии свыше 1,7 и 2 километров уже сложно поразить. Но не из-за пробивной способности снаряда, а из-за точности прицела. У него довольно большая погрешность по сегодняшним меркам. Однако даже с такого расстояния, если попадешь в борт или другое уязвимое место бобсом, а это подкалиберный снаряд, или кумулятивом, то, вероятность поражения довольно большая. Ouais, c'est vrai qu'on peut voir des vidéos de BVM, de B3, des T90M qui atteignent des cibles à 4 ou 5 km. У них прицелы уже другие. А старые 1А40 уже мало чем могут удивить в наше время. Я когда в армию пошел и увидел танк, на котором предстояло служить, я был, мягко говоря, удивлен. Что такое все еще ездит. Так и даже старая бэшка способна доставить неприятности противнику, ага. Votre char était-il davantage utilisé pour des tirs directs ou indirects, comme un canon d'artillerie en somme? Больше для прямого огня. В основном обстрел противников. Закрытых позиций, как артиллерия, мне работать не доводилось. Juste une petite remarque, est-ce qu'il est obligatoire d'apprendre les manuels d'utilisation et d'entretien? На столь старых танках не обязательно, но крайне желательно. Многие вещи и так интуитивно понятны, да, но тут еще и от человека зависит. С более современными машинами, конечно, обязательно, так как много тонкостей, много особенностей. В частях, разумеется, есть, но в танках большая редкость. Еще перед Украиной со всей роты, это 10 танков, если что, я только в одном видел похожую книгу. Хотя новые танки в зону боевых действий вроде как поставляются со всей необходимой документацией. В экипаже и переучивают. Хоть экипаж и переучивают на другую технику, да, если их подразделения укомплектовываются новыми, отличающимися от штатных машинами, да, за ускоренный курс
к сожалению. Ну, невозможно все узнать. Quelles sont les capacités, les avantages et les limites du système d'armes avec lequel vous combattez et quel est l'emport normalement transporté pour le combat? Возможности весьма посредственные для нашего времени. Преимущество, наверное, только в простоте освоения и относительной надежности. Ограничения тоже связаны с возрастом. Эффективная дальность тоже уступает современным аналогам. К тому же я не могу, да, и не хочу ничего плохого говорить про данный танк. Ну, как ни крути, но эта машина не раз спасала мне жизнь. А значит, она уже и полезна, и хороша. Если это слово применимо в данном случае. Je demande aussi par rapport aux munitions, la plupart sont des obus explosifs, je suppose. Да. Et juste pour clarifier par rapport aux obus, donc pour les flèches, plutôt 3BM42 ou plus vieux? Манго. Je parle même pas des Fignettes, il y en a probablement autant que des T88K au fond. Est-ce que vous avez déjà tiré avec un ATGM? Если честно, свинец на фронте не был вообще, как и Т-82К. Только Т-80 БВ и БВМ. А что у них загружено в контейнер, ну, я уже не знаю. А из Птура нет. Le projectile 3WF26 dispose de plusieurs modes pour la fusée. Est-ce que vous les avez utilisés? Только разве что колпачки защитные с взрывателей скручивали. Это чтобы реагировал на более мягкие цели. Les obus sont toujours en état d'action directe, entre guillemets. При контакте? Да, при контакте. Ну, знаю, что выставляли и замедлитель. К примеру, чтобы снаряд пробивал стену здания и взрывался уже внутри. Но я лично этим не занимался. Donc les autres le faisaient et pas toi. Ну, не вижу ничего плохого в этом. Просто мне не было необходимости выставлять замедлитель. Устраивало и стандартное положение. Ну, какая разница, взорвется снаряд снаружи здания или внутри? Итог-то все равно почти одинаковый. Est-ce que l'absence de caméra thermique a été un obstacle majeur pour l'équipage? Est-ce que vous avez combattu nu aussi? Ou encore, avez-vous participé à un duel souvent fantasmé entre chars? Отсутствие, конечно, очень препятствовало, но не критично. Ночью мы в основном не работали. Были пару моментов, но это еще на первом направлении, в первые месяцы СВО. Дуэли между танками не было, к сожалению. Ну, или к счастью. Quel type de char ou d'arme préféreriez-vous ne pas engager parce que ce serait trop risqué? Et quelles sont les menaces que vous considérez comme les plus dangereuses pour les chars lourds dans ce conflit? Самыми опасными я считаю западные ручные противотанковые средства и птуры. С ними, естественно, не хотелось бы сталкиваться. Est-ce que vous utilisez la lame de remblayage? Отвал для самоокапывания использовали для создания импровизированных танковых капониров. En ce qui concerne la lame, du coup, la doctrine dit qu'il faut 15 à 30 minutes pour se retrancher dans une position. Est-ce que c'est réaliste? Да, вполне. Lorsque vous tirez sur un char ennemi, voyez-vous le véhicule lui-même, la menace, l'ennemi, la cible, un obstacle ou même un danger? Конечно, цель видно, но как иначе стрелять-то? Но бывало, что стреляли чисто по ориентирам, там, ну, дым, например, или заметные движения, ну и тому подобное. Si vous le pouviez, voudriez-vous être membre de l'équipage dans le char de la même époque? Donc un AMX-30B2 français ou occidental, les premiers Abrams, etc. Ну, слушай, я бы не хотел быть членом экипажа другой машины тех лет. Разве что на Т-64 хотелось бы попробовать, но это чисто личное. Да и к тому же я не являюсь любителем западной техники, мне своя, ну, как-то ближе. Et pour finir, comment est-ce que tu évalues la résistance globale du T-72? Dans quel contexte est-ce que le char est vulnérable ou à l'abri des menaces? Ну, 72-ка весьма крепкий танк. Хорошо защищенная башня. Но надо понимать, что оружие сейчас гораздо убойнее, чем в эпоху этих танков. Однако новые модификации оснащены довольно достойной динамической защитой. Минусы, как и у многих других машин, это слабые борта и днище.
Однако у Т-72 борта более-менее защищены, чем у того же Т-64 или Т-80. Это за счет его опорных катков. У Т-64 и у 80-го они меньше. Главная уязвимость Т-72, как, впрочем, и Т-90, даже последних модификаций, заключается далеко не в броне, как ни странно, а в крайне медленном заднем ходе.